Всем привет, друзья и подруги! Вы на канале Контрольная рыбалка. Эта рыбацкая история началась поздней ночью. Специально решила так поехать, чтобы ночью закормить и уже к утру пытаться поймать рыбу. Точку выбрала заблаговременно. Мне понравился перепад глубин с 4 на 7 метров. Я подумала, что в таком месте можно половить не только белую рыбу, но и хищника, например, судака и щуку. На льду лежал снег, поэтому пришлось зачищать его лопатой. Кормить лунки решила до того момента, пока установлю палатку, чтобы потом ее не пачкать. Однако, если вы не впервые смотрите мои видео, то это сильно мне не помогает, и у меня в палатке все равно всегда срач. На этот раз кормила черным кормом РС на леща по холодной воде, пшеной кашей, перемешанной с панировочными сухарями и лимоном. Ух ты, ух ты, ух ты. Доброе утро, всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, следите за обновлениями. Прибыла я сегодня ночью на Велесское водохранилище. Нашла интересное место, которое выбрала на карте. Поискала перепад глубины и поставила на нем палатку. Теперь я здесь, я закормилась. И, как видите, у меня уже есть рыбка. Какой маленький крючок. Опа. Клюнуло чудо на 2 мотыля. Опускаюсь снова. Рыба сейчас на дне показывает эхолот. Это хорошо. В 2 лунках у меня стоят поплавки. И в одной луночке у меня стоит сейчас мормышка. Можно попробовать подыграть. Я совсем не ожидала, но рыба не заставила себя долго ждать. Первым приплыл именно подлещик. В эхолоте творилось что-то непонятное. Сейчас на улице еще нету 8 часов утра. Темно, я сижу в палатке, у меня здесь горит мое освещение. Была первая поклевка, и эхолот на дне показывает рыбу. Я рассчитываю на то, что, возможно, в этот раз у меня все-таки будет клевать. Рыбе там должно быть довольно легко находить на этот раз наживку. Почему? Потому что я во все лунки закормила прикормку черную Ready лещ, смешанную с пшеном. В центральную лунку я забросила 2 кормушки. В крайней луночке я забросила по 1 кормушечке. И лиманника я дала. Кстати, лиманник у нас сейчас зимой весьма в цене. По 60 рублей его продают. Это практически по $20 за килограмм, кто не шарит в этой теме. Барханчики здесь такие хорошие. Перепады глубин у меня. Ну, как видите, ничего. У меня есть готовая прикормка. РС лещ. Вон рыбу, ребят, показывает на 5,1 метре. То есть 70 сантиметров от поверхности. Посмотрим, поможет. Кстати, оказалось рабочей темой, если рыба стоит в толще воды, опускать ее при помощи жменки корма либо лиманника. Делать это лучше, если глубина ловли не превышает 5-6 метров. Как будто бы шевеленочки какие-то, да. Может, живца поймаем, а? Как вы думаете? Да, ребят, смотрите, живцовый. Живцовый, ребятки. Отлично. А то живца тоже у нас. Сейчас знаете, почем продают, ребята? Знаете, почем? Плотвичку по рублю. Рубль это 0,3 часть доллара, чтобы вы понимали. Вот такая красота. 2 мотылика маленькие, у меня совсем крючок, видите? Ну ничего, нам и живчик нужен. Пока еще у нас запрета нет на щучку. На подлещичка, кстати, здесь клюет. Должно клевать.
Глубина, ребят, 6 метров. Не такая большая. Попробую добавить парика вот так, красненького сюда. Посмотрим. А вдруг? Попробуем с опарышем. Вдруг это как-то повлияет. Опарыш у меня есть красный, есть белый. И, конечно, у меня есть насадочный мотель. Очень резкая поклевка произошла, ребят. Выключила свет, и вот сразу практически поклевочка. Резко-резко. Мне кажется, второй... Нет, это... Сушить можно такого, ребята. Опа, есть. Хотя, может, можно и на живца поставить. Но мы такого будем на сушку собирать. Ну, 2 мотылька, ребятки. Огонь. Огонек. Снова, ребят, что-то в крайней лунке там наклевывается, подшатывает поплавок туда-сюда. А эхолот показывает рыбу на 5 и 3 метрах. Глубина 6, 5 и 3. Это в 70 метрах сантиметрах от дна. Совсем что-то маленькое, совсем вообще, мне кажется, ёрш какой-нибудь. Совсем ни о чем. Угу. Микросудачок. Когда-нибудь, ребят, это будет большой судак. Но пока это вот такой вот малыш, которого мы пускаем, пускай плывет. Я хочу подловить немножко белой рыбки на засушку. Очень люблю сушеного подлещика, он зимний очень вкусный. Ни в одном магазине такого, как сделаешь сам, не продают. Нифига, ребят, второй раз. С одной лунки, потом с другой. И на 2 прошляпила. Есть. О, нифига себе, плотвичка. Можно теперь ее поставить, ребят, на живца. Вот такая вот плотва. Это отличный живец. И это я, ребятки, сейчас с центральной луночки. Вот у меня центральная луночка. Как только закончилась ночь, как только появились первые рыбаки на льду, посветлело, выглянуло солнышко, сразу ушел подлещик и сменился плотвой. Плотва на Вилейском водохранилище бывает не только живцового размера, но очень даже съедобного. Иногда они попадаются размером с целый батон. Есть какая-то, наверное, какой-то живец снова идет, я надеюсь. Да, ребята, еще одна плотвичка на живца. Ура, уже 5-я жерлица пойдет. Ура, вот такая красота. Чтобы вы понимали, я сейчас держу целый рубль в руках. Рубль — это 1/3 часть доллара, кто не шарит в этой теме. Что получше, ребят. Я думаю, будет подлещичек. Такой среднего размера. Хорошенький. Да, ребята, вот хороший. На тараночку супер просто. Вот такой. Класс. Порезанный весь. Хочу, ребят, вот сейчас закормить еще мотыликом. Благо он у меня есть. Угу. Маленькая. Я ее набываю вот так вот мотылем. Ну, либо лиманник у нас. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот еще. Подняла над дном и открываю. Открыла. А еще на Вилейском водохранилище помогает игра мормышкой в соседних от поплавка лунках. Рыба начинает сразу активничать и клюет. Хочу навязать поводков новых на жерлице. Почему? Потому что крючки у меня на прошлых затупились. Они уже стоят там несколько лет. Я отдала предпочтение вот таким небольшим тройникам, которые пойдут не только на щуку, но и на окуня, и на судака. Они небольшие. Написано, что это какой-то 8-й номер. Крючки флагман Tribble Round Bend.
буду делать поводок скрутка из вот такого флюорокарбона. Сечение здесь 0,37. У меня есть и больше 0,55, но я боюсь, что будет слишком жесткое. Вот я продеваю сюда свой поводок. Такие у меня обычно длиной, ну, сантиметров где-то 30. Мне за что-то нужно зацепить. Например, за ящик. Для чего? Для того, чтобы сделать непосредственно эту скрутку. Сначала давайте я вот здесь вот завяжу в узелок. Остренькие. Потому что мои ребята уже, мне кажется, может, из-за этого рыба не засекается, что я давно ничего не меняла, не перевязывала. И поводочек скрутка скручиваю. Вот таким образом. Оп, поклевка, поклевка, поклевка. Сюда есть. Есть. Не знаю даже что. По ощущениям, может быть, микроподлещик или хорошая плотва. Хорошая плотва. Вот такая красивая плотва. Сейчас, короче, сделаю быстро поводок новый, и мы ее поставим на жерлечку. Ну, здесь вот, походу, подлещик. Потому, по ощущениям. Не хочет в умочку залазить. Подлещик. О, густера. Это такая плотва здоровая. Нифига себе. Нифига себе. Вот это плотка. Вот это плотка, как селедка. Еще на маленький крючочек вот такой вот. Вот такая вот плотва. 2 мотылька сработали. Не знаю, что сейчас сложилось так, именно по обстоятельствам, либо по месту, что рыбка поклевывает, по глубине, может, что-то. Ну, рыбка есть. Есть. Мормышку даже взяла. На мормышку, ребят. Здесь клево. На мормышку, прикиньте. Здесь клево. Есть еще плотва. Вот такая красота. На мормышку, блин, настоящую, ребята. Настоящую мормышечку. О, вот поклевка опять у меня. Да, у меня поклевка опять. Так, а мне нужно, ребята, делать поводок скрутку. Есть. Есть. Надо его выход пошел какой-то. Ох, красивые ладошки. Представляю, какие они вкусные будут сушеные. И погнала. Поводочек скрутка. Поводочек скруточка. Для чего я такое делаю? Для того, чтобы если возьмет какой-то крупный хищник, он удивился и не перерезал мою леску, мой поводок. Если даже получится такое, что попадем на зуб щеки, чтобы даже если одну сторону перережет, вторую не смогло. Угу. Сейчас посмотрим, мне кажется, живцовый размерчик идет. Да, ребят, вот это живцовая. И я все еще вяжу поводок скрутку. Продолжаю. Напомню, что леска у меня азура. Крючки у меня сейчас будут тройнички флагом. Ребятки, круто подлещичек какой-то идет. Получше, либо плотвичка вот даже. Ух ты, как даже сопротивляется, как приятненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, как красиво. Как красиво. Ух ты, ё-моё. Ушел. Рыба внизу сейчас. Какие-то шевеленки есть. Жду. Кто там, то сям. Это не может быть весер, потому что присыпано все. Подлещик. Это будет подлещик. Такой, ну, хороший. Или кто? Да. Молодец. Юпсель, Матрёпсель. Красавчик. Вот такой красавец. Есть. Некрупная рыбка хорошо поклевывала на 2 мотылика. Крючки были очень маленькими и поводки очень тонкими.
Очень похоже, ребят, на плотву клюет. Сейчас. Оп. И там клюет, ребят, справа тоже. Я думаю, что плотвичка тоже будет. Да, это плотвичка. Это слишком большая для живца. На 2 мотылика. И с Настей пока вне воды. Сейчас вот опускаю первый поплавочек. По краям у меня состоят поплавочные удилища, и в центре у меня сейчас мормушка, мне так веселее, я все время играю с рыбкой. Она периодически поклевывает. Пускаю. Дальше. На мормышку надеваю одного мотыля. Постоянно его освежаю. Для рыбы это важно здесь. Спокойно. Я его отпустила, он решил вернуться. Ну, значит, дружище. Значит, все. Остаешься. Так, вот здесь уже успела облезть. А здесь что у нас? Ух ты. Ух ты. А здесь, наверное, подлещик. Или хорошая очень плотвичка. Будет. Хорошая плотвичка вот такая. Такая красота. Мормушка успела обладать 2 секунды, понимаете? Сейчас пока клюет почему-то только из одной луночки. И, наверное, это тоже будет плотвичка. Господи, какая плотва! Это вообще одно удовольствие такую огромную ловить. Огромная плотвичка. Жерлицы у меня простые. Подставка. Здесь нога с мотовилом, флажок, естественно. Собираю, снимаю старый поводок. Я, кстати, его не выброшу, оставлю на всякий случай. Бывает такое, что типа под руками не остается. Такая красота, боже. А новый флюорокоробочек прям блестит. Так красиво. А? Так красиво, азурка моя блестит. Моя красотулька. И такая на ощупь приятная. О! Чувствуется на ощупь, что свежая леска. Прям свежая-свежая. Прям такая гладенькая-гладенькая. Ну, это можно пока ее поставлять туда. Там не хочет брать, только здесь. По какой-то причине. Неужели что-то с крючком, то что там другой. Когда рыбка чуть-чуть успокоилась, мне удалось поменять хотя бы один поводок на жерлице. Я сразу же пошла ее устанавливать. Луночки, кстати, свои я доверяю шуруповерту Редверк. И вот уже подлещичек. Красавчик. Красавчик. Вот у меня есть пучковяз. Вот у меня есть лиман. Вот я беру этого лимана и стягиваю его крючком с пучковяза. Вот так. Ну все. Снова буду мормышить, потому что сидеть скучно. Просто так. Да и на мормушку как-то она сейчас что-то вот даже отозвалась. Дернула была. Я же говорю, ребят, начинаешь вот чуть-чуть подыгрывать на мормышку, и в луночке наконец-то что-то пришло. Прикольно. Плотвичка, наверное. Да, красотка. Ой, красотка. А, ребята, короче, там хищник, видите, ходит. Хищник ходит, пугает. Так хай бы шел, блин, ко мне на жерлице. А то он ходит, пугает мне тут рыбу, блин, прям не дает ловить. А я думаю, что она клевать не хочет? А она, бедная, текает там от него, небось.
решила поменять мормышечку. Хочу поставить черненькую. Давайте вот такую вот красотку. Пока обскубаешь эти все лески старые, блин. Угу. Есть. Похоже на подлещичка даже. Может и плотвичка, конечно, покрупнее. Крупнее плотвичка просто. Отлично, пока туда я закину. Белая рыба была довольно активной, а вот хищник был активным именно под моей палаткой, но больше нигде. А может что есть? Сейчас проверю, нужно ли менять крючок. Как это понять? Нужно менять или не нужно? Посмотреть, протыкает ли он мотыля. Уже столько рыб поймано. Сейчас посмотрим. Ну, еще нормально, но уже вот. Плотвичка, ребят, будет. Будет плотвичка. Хорошенькая плотвичка. На засушечку замотала. А тут прям рядом с нами, ребят, решил стать человек. Ну, короче. Ну, что делать, если друг у друга будем уводить рыбу, так надо хорошо кормить. Правильно. Троху подкормим нашу рыбку, сверху подбросим ей еще лиманечко. Я думаю, она будет в восторге. Лиманник лишним не будет. Минут 15, наверное, прошло после закорма, может даже 20. И только вот сейчас рыба начала возвращаться. Оп, бляха-муха. Начала возвращаться обратно. Это батошка, вот это батошка, ребятки. Огонь. Пошла левая, левая, левая. Плотвичка. Угу. Хочу попробовать вместо мормышки поставить коромысло. Коромысло — это вот такая металлическая планка, на которой вот здесь и вот здесь фиксируются крючки. Часто у меня спрашивают, куда я деваю столько рыбы. Друзья, я ее кушаю. Я могу поджарить, если это крупная рыба. А зимняя рыба, она самая вкусная, соленая, сушеная. Дома я ее солю слоями. Обязательно вычищаю животики, потому что у меня нет балкона, и я развешиваю ее на кухне. Проходит 3 дня после засолки, я ее вымачиваю где-то на 12 часов и вешаю сушиться. Рыбка готова. Летом рыбу я не сушу, потому что очень много мух. Вечер подкрался незаметно, и мы выставили на улице мангал, чтобы приготовить шашлык. Стал человек. Вся велейка, бляха-муха, свободного, понимаете? И он такой: я здесь ловил 5 дней назад. Это моя. Я говорю: так у меня здесь туалет.
Я говорю, ну, ничего, что я здесь какаю. И стал. Сказала, что я, конечно, не возражаю, потому что водоем-то, ребят, общий, понимаете. Но я не ожидала, что человек, видя, что, ну, реально туалет просто стоит. Как в туалет сходить? Решили пораньше приготовить ужин, но ужин будет шашлындосик, ребятки. Шашлындосик вкусный на углях. Вот такие вот вкусные кусочки мяса. Вторую ночь сегодня будем здесь. И завтра, ну, ближе к второй половине дня, ближе к 12, наверное, уже уезжаем отсюда. Добавим огоньку, ну и, конечно же, приступим к дегустации. К вечеру, как только вот пришел, сразу же обрубила рыбу, потому что он стал кормить. И получается, мы очень рядом стоим, и я не понимаю, неужели человек не понимает, что мы будем друг у друга перетягивать рыбу, и это зима. Хорошо, что успела сегодня хоть чуть-чуть половить. Какое мягкое. Закинула в центральную лунку в очередной раз лимана. Жду, пока рыбка сообразит, что пора есть. Плотва, это не плотва, это батон. Самый натуральный батонище. О. Включила свечение фонаря синего цвета для того, чтобы не боялась рыба. У меня появились какие-то шевеленки в лунке. Левую сдвинула. Вот так красиво лиманник был надет на крючке пучковязом. Что-то шевелило, но я решила поменять все-таки на мотыля. Есть, ребятки, интересно, кто? Плотвичка или подлещик? Ух ты, ребят. Ух ты, на подлещика похоже. Идет вверх, идет, сопротивляется. Сейчас увидим. Ух ты, хороший. Какой, смотрите, ребят. Такой красавчик, ребят. Сейчас мы его сразу туда. Я прям пошла кушать, видно, по эхолоту. И я сейчас ставлю центральную лунку, тоже паук. Время немножко подкрепиться. Рыбка ходит по дну. Ну, вот один разведчик какой-то был, и все, пока. Троху побольше, ребята. Забуза, блин, они все за пузо цепляются. Все. Вот почему сходят, смотрите. Ползают там по это. Собирают и плавниками цепляются. Такой красавец. И что-то его есть пыталась. Есть, пока есть, ребят. Пока есть. Сошел.
Сошел. Ночью вернулся подлещик покрупней. Наш сосед принял решение еще и радио включить, помимо того, чтобы сесть нам на плечи. 2:20 ночи, 2 поклевки за это время. Одна рыба оборвала поводок. Что я могу сказать? Самое тяжелое — это долго не спать. Сошла. Нет, это был подлещик, он сколько соплей, но не крупный. Есть, наконец-то. На большой... Ух ты. На большой пучок мотыля. На очень большой. Там больше 5 штук было у меня. Ух ты какой! Такой красавец, ребятки. Самый краешек губ. Ну, давайте пробовать еще. Такого уже поймаем. Может быть. Большой пучок мотыля, наверное, штук 5 у меня влезло. Видишь, меньше крючок поставил. Есть. Меньше крючок поставил. Видишь, совсем маленький. И он засекся. Почти 6 часов утра я взяла вот такой вот красавец. Большой пучок мотыля. 5 или 6 штук поставил. Господи, что было столько поклевок, сколько у меня упертости, когда я ловлю эту рыбу. На самом деле плавает, кушает, видно, что он есть, постоянно шевелит поплавки, но будем надеяться, что активизируется чуть-чуть ближе к рассвету. Кушаем. Сока сидим в палатке, все время кушаем. Я уже докормила, если что. Чуть-чуть. Есть, пока, ребятки, есть. Сопротивляется, но меньше, чем предыдущий. Сюда. Вот такой красавец. И все он подертые, видишь, внизу? Все пожмаканные чем-то, кем-то. Все покусанные, ребят. Нифига себе. Друган, ты чё, офигел? Какой красавец. Снова пучок мотыля. Снова пучок мотыля. 5 штук. Как будто за хвост опять поймала. Ребят, не могу понять. Сейчас стараюсь медленно вываживать. Что-то покрупнее будет сейчас. Сейчас точно будет здесь утекать. Ух ты, лещ. Офигеть. Вот такой пупс. Конечно, ребят, уже плотва пришла. Такое ощущение, что уже не подлещичек будет. Очень быстро плывет сюда. Ух ты, какой хороший. Ух ты, какой хорошенький. Такой красавец. Красавец. Вообще конек. Блин, смотрите, какой крючок. То есть, если берет хорошо, да, то он засекается. Это они такие говнюки. Прикиньте. Нормально не хотят брать. Ребят, пошла активность. Больше полуночком. И выхолод показывает, что рыбка есть.
подлещичек. Бляха-муха. Хорош. Опа. Красава. На 3 мотылей. Работает только мотыль. Ночью сильно трещал лед, но из-за того, что его толщина была безопасной, было совсем не страшно. Что ты там ходил, держал во рту, блин. Он держал во рту, блин. Ты понимаешь? Кем идет? Думаю, крупненький такой, покрупнее. Покрупнее трохи. Вот он начинает здесь дергаться. И его тяжелее становится. Он из-за этого... О, видишь, как он дергаться умеет? Хлебни, воздух, хлебни. Все, хлебнул. О, Виталий, опа, красавчик. Прошла ночь, и плотва сразу же заняла место подлещика, а крупный подлещик сменился на более мелкого. Да, ребятки, утро, конечно, сегодня прям превзошло себя, так сказать. Опа, подлещички вернулись. Забросила в лунку лимана, и прошло полчаса, и они опять здесь. Любители лимана, ценители. Трохи побольше. Ох, какой хороший, ребятки. Видите? Ну что, ребят, рыбалка завершается, она была прекрасной. Я даже не рассчитывала на тот результат, который у меня получился. И, конечно, я вам сейчас его покажу. Рыбалочка. Сработка. Интересно. Не, ребят, скорее всего, просто сбила живчика. Вон народ просто со стороны. Вон собирает муж палатку. Вот он поставил палатку. А вот вся вилейка, смотрите. Ни одного человека на протяжении, наверное, метров 500. То есть ему было впадлу отойти от нас хотя бы на метров 30. Вы представляете? Вот. И вот мы. И вон все остальные. Просто, да, по-человечески. Оп, оп. И ни одной живой души в округе. Вообще просто. И вот здесь, да, вот тут вот, если вот здесь вот идти, здесь абсолютно точно такие же перепады глубин, как и здесь. Ну, здесь одинаково идет полоса, потому что здесь идет русло. Понимаете? И вот там вот за палаткой, вон там за палаткой, стояла моя жерлица. То есть он в наглую между нами и палаткой влез со своей палаткой. На этот раз, как ни странно, Вилейка меня не обидела, и я поймала вот столько рыбы за один выходной. Друзья, если вам нравятся такие видео, если вы любите зимнюю рыбалку, летнюю, весеннюю, осеннюю, если вы любите активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!